Всем привет! Вы находитесь на канале Ремонтфострой. Мировые тренды архитектуры и дизайна в 2020 и 2021 годах. Глобальные климатические и экономические изменения подталкивают инженеров и архитекторов к поиску иных способов и путей решения конструктивных, архитектурных и дизайнерских вопросов. Архитектурные тенденции 2020 и 2021 годов имеют одну общую черту – приверженность к устойчивому развитию технологий, увеличению жизненного цикла и архитектурные элементы с длительным сроком службы. Общество в целом эволюционировало в сторону экологических обязательств. Поэтому тенденции в архитектуре также являются социальным проявлением использования вторичных материалов, зданий, способных к самообеспечению энергии, инсталляций и технологий, с помощью которых мы проявляем уважительное отношение к планете, становится все более частым явлением. Но есть и другие тенденции в архитектуре, о которых мы расскажем ниже. Большинство этих тенденций сохранятся и получат развитие в архитектуре и дизайне в течение длительного времени. Поэтому рекомендуем внимательно изучить каждый тренд. Номер 1. Развитие зеленого дизайна и экологически чистых технологий. Нас ждет развитие технологий озеленения в городских пространствах. Зеленый дизайн использует экологически чистые методы, материалы и элементы обустройства. За развитием этого тренда можно проследить в последние годы. Использование зеленых растений, натуральных, природных и переработанных материалов в горизонтальной и вертикальной плоскости, внутри помещений и на открытом воздухе с использованием стен и кровли зданий в 2020 и 2021 годах станет заметным трендом в больших городах. Подрядчики постепенно переходят на более долговечные материалы и оборудование. Увеличение продолжительности использования и срока службы используемых материалов и устройств позволяет уменьшить количество отходов. Производители оборудования также стремятся создать приборы и устройства, позволяющие повысить производительность труда без ущерба для окружающей среды. Номер 2. Умные и автоматизированные дома. Наблюдается рост использования средств автоматизации как для реконструированных, так и для новых зданий. Автоматизированные системы, которые контролируют свет, температуру и безопасность в доме, будут все более востребованы. Умный дом обеспечивает своим пользователям больший комфорт и более низкие счета за потребление. Развитие и все большее внедрение технологий умного дома и искусственного интеллекта в повседневную жизнь отражает социальное и экологическое сознание, направленное на заботу об окружающей среде и основанное на разумном потреблении. Номер 3. Кухня. Главный герой. Кухня по-прежнему остается центром бытовой деятельности. Здесь мы готовим еду. Здесь же во многих случаях семья собирается, чтобы поесть. Но это также любимое место детей, в котором они могут поиграть, и гостей. Именно здесь вы предлагаете им насладиться беседой и напитками. Кухня эволюционировала на протяжении многих лет, чтобы стать центром внимания дома. Даже несмотря на то, что рынок жилья трансформируется, архитекторы и дизайнеры подчеркивают и уделяют большое внимание кухонной зоне. Именно поэтому мировые тенденции в дизайне интерьера на 2020 год придают особое значение кухне, увеличивая ее размеры и соединяя ее со столовой и гостиной. Если у вас есть такая возможность, поместите кухонный островок в центре. Островок может выполнять функцию барной стойки для приема гостей и завтрака, а также визуально отделять зону отдыха, если пространство кухни и гостиной совмещено. Номер 4. Ванная комната как место релаксации. 2020 год придаст особое значение ванным комнатам. Ванная комната – это уже не просто место для ухода за собой и личной гигиены. Она превратилась в пространство для релаксации и восстановления после тяжелого рабочего дня. Все больше и больше людей тратят время на то, чтобы отключиться от внешнего мира и восстановить связь с самим собой. Ванная комната – дизайн и декор, которые находятся в гармонии с вашим видением и внутренним миром. Идеальное место для расслабления,
Современная ванная комната гораздо больше, чем ванная комната. Это настоящий спа-салон, который мы можем иметь в нашем доме, чтобы насладиться временем релаксации и расслабления благодаря сауне, джакузи, где мы можем расслабиться лежа. Новые тенденции в ванных комнатах выбирают покрытие в очень светлых или белых тонах с плиткой, которая облегчает очистку и придает спокойствие, безмятежность. Душ становится главным героем ванной комнаты, будь то гидромассажная кабина или душ с экраном. Важно, чтобы каждый элемент ванной комнаты был подходящего размера и комфортный в использовании. Простая мебель и комнатные растения создадут необходимую атмосферу для наслаждения ежедневным уходом. Номер 5. Развитие индустриального стиля. Индустриализм способствует использованию железа, алюминия, дерева и даже переработанного пластика для снижения затрат на строительство. Для него характерны асимметричные формы, отсутствие поверхностных элементов и прочих линий. Номер 6. Новый минимализм. Тенденция к минимализму в архитектуре выражается в приверженности к простым формам с использованием современных авангардных материалов. Дизайн в стиле минимализм очень востребован для жилых домов и гостиниц, а также для офисных зданий и торговых центров. В дизайне в стиле минимализм в новом прочтении прослеживается тенденция использовать качественные материалы для обеспечения тепловой и акустической изоляции, что приводит к экономии средств и заботе об уровне шумового воздействия. Номер 7. Реформация и восстановление исторических зданий и промышленных помещений. Восстановление старых промышленных и даже исторических зданий дает им более длительный срок жизни, следовательно, расширяет их полезность для общества. Восстановленные исторические здания увеличивают культурную ценность района. В некоторых случаях реформирование и модернизация старых зданий более экономически эффективны по сравнению с их разрушением и строительством с нуля. Номер 8. Меньше шума, больше света. Шум – это загрязнитель, которому мы подвергаемся внутри и снаружи наших домов. Именно поэтому все чаще и чаще архитектурные проекты выполняются с учетом этого раздражающего фактора. Для этой цели архитекторы и конструкторы используют материалы и элементы, которые минимизируют шум внутри зданий. В то же время архитектурные проекты разрабатываются таким образом, чтобы здания освещались естественным солнечным светом. И в то же время есть тенденции, которые интегрируют искусственное освещение самым естественным образом, фокусируясь на определенную зону или с помощью незаметного рассеивания теплого света. Номер 9. Развитие outdoor. Максимальное внимание обустройству пространства на открытом воздухе. Дизайн и обустройство балконов, открытых и застекленных террас и патио вновь обретают величие. Дизайн пространства под открытым небом становится не менее важным, чем дизайн внутри помещений. Правильное кондиционирование и солнцезащита позволяют использовать и наслаждаться таким пространством в течение всего года. Панорамное остекление террас и зимних садов с текстильной солнцезащитной системой, которая позволяет создавать комфортный климат внутри, будет набирать популярность. Для вдохновения уличное пространство рядом с домом будет становиться стильным и функциональным местом для отдыха. В дизайне и обустройстве зоны отдыха будут использоваться специализированные климатические материалы с длительным сроком службы, удобные, функциональные и при этом стильные элементы. При загрузке архитектуры пространств уличной зоны отдыха все чаще архитекторы отдают предпочтение по-настоящему открытому пространству без стен, при этом предусматривают возможность комфортного пребывания на улице в течение всего дня. Например, один из мировых трендов в создании тени становится стильное и функциональное решение системы теневых парусов. Такие солнцезащитные паруса блокируют вредное излучение, могут защищать не только от солнца, но и от дождя и даже снега, в зависимости от применяемого материала. Теневые паруса позволяют выделить открытую зону отдыха и
с воплощением изогнутых пространственных форм создаст футуристическую дизайнерскую инсталляцию. Уличные террасы можно использовать в течение всего года, если вы их должным образом подготовите. Номер 10. Пассивный дом. Пассивный дом – дом, который сберегает энергию за счет низкого энергопотребления, в некоторых случаях самообеспечения, с помощью альтернативных источников энергии, вырабатываемых специализированными устройствами. Возникновение такого направления в архитектуре, как пассивный дом, стало философией жизни и способом понимания того, как должны развиваться отношения с окружающей средой. Архитектурный дизайн в таких эко-домах имеет основной целью использование имеющихся ресурсов, максимизируя экономию энергии. Таким образом, пассивные дома не только обеспечивают комфортную жизнь для своих владельцев, но и способствуют улучшению здоровья и качества жизни тех, кто их населяет. Забота об окружающей среде и приверженность к ее охране – важные социальные аспекты, которые нашли отражение в архитектурных тенденциях 2020 года. Использование менее загрязняющих материалов и устойчивых зданий все чаще становится целью частных лиц и государственных администраций при строительстве зданий. Архитектура и дизайн меняются к лучшему. Мы приветствуем наступление нового десятилетия, в котором нас ждет развитие этих и некоторых других тенденций, экономически чистые технологии и зеленый дизайн, максимальное обустройство уличных пространств, технологий умного дома, пассивного дома и искусственного интеллекта, трансформация жилых помещений, восстановление промышленных и исторических зданий окажутся решающим фактором в строительстве, архитектуре и дизайне ближайшего времени. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях.